Ты можешь быть вежливым, говорить по правилам и все равно случайно обидеть испанца, потому что в Испании не все звучит так, как кажется. Сегодня я покажу тебе 5 фраз и ситуаций, которые лучше не говорить испанцам, если, конечно, ты не хочешь попасть в неловкое положение. Оля, я Наталья, живу в Испании уже почти 20 лет, и на этом канале, посвященному Испании и испанскому языку, я показываю реальный язык, как он звучит в жизни, а не в учебниках. Если хочешь не просто учить слова, а понимать людей, жми на подписку и оставайся со мной. Испания – удивительная страна. Люди здесь общительные, дружелюбные, приветливые. Но у них есть свои привычки и фразы, которые для нас звучат обычно, а для них могут же прозвучать достаточно резко, либо даже странно. Так что давай разберем, что не стоит говорить испанцам и чем это можно заменить. Почему все закрыто? Вы вообще работаете? Это, наверное, самая частая фраза, которую я слышу у тех, кто только что переехал в Испанию. Ты идешь по городу в 2 часа дня, и вдруг все закрыто. Магазины, офисы, даже банки. И первое, что хочется сказать, как так? Почему все закрыто? Но для испанцев это святое время. Многие думают, что они действительно закрываются на сиесту, как в давние времена. Но сегодня это всего лишь воспоминания из прошлого. И никто на сиесту как таковую не закрывается. Тем не менее, они не ленятся, не отдыхают от работы, они живут в своем ритме. Обед, кофе, семья, прогулка и только потом снова дела. Если ты скажешь, вы что, не работаете? Это может прозвучать как упрек, потому что для испанцев жизнь это не только работа, а баланс между делами и удовольствием. Поэтому лучше сказать с улыбкой: «Qué suerte tener tiempo para comer tranquilos». Какая удача иметь время спокойно пообедать. Вот это испанцы поймут и оценят. Так что да, сиеста это больше миф, а не реальность. Но при этом одно остается неизменным. Испанцы умеют жить спокойно, но эмоционально. И если для нас это кажется контрастом, то для них это просто естественная часть общения. Вот почему многие, кто только переезжает в Испанию, говорят: вы такие шумные или вы такие громкие. Очень часто можно услышать от иностранцев: испанцы такие громкие, они все время кричат. На самом деле никто не кричит, они просто говорят с эмоцией. В Испании громкость это не грубость, а энергия общения. Когда испанцы разговаривают, они не просто обмениваются словами, они будто проживают каждую фразу. Это не спор, не ссора, а способ выразить интерес, участие к близости. Даже если два испанца громко говорят и яро так жестикулируют, скорее всего они обсуждают политику, футбол или даже просто где дешевле купить кофе. Поэтому если тебе кажется, что слишком шумно, это не раздражение, а наоборот радость общения у испанцев. В таких ситуациях лучше не отстраняться, а улыбнуться и сказать: «Qué ambiente más alegre». Какая веселая атмосфера. Испанцы обожают, когда ты подчеркиваешь их позитив. И вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, ты станешь частью живого, теплого и энергичного ритма общения. И вот это то, что делает Испанию особенной. Много эмоций, энергия, но все без спешки, потому что здесь совсем не принято лететь по жизни. Здесь принято жить моментом. И вот отсюда появляется еще одна фраза, которую я слышу буквально от всех, кто только что переехал в Испанию. У вас все медленно, никто не спешит. Это одна из первых вещей, которые шокируют тех, кто только начинает жить в Испании. Ты привык, что все делается быстро. Документы, сервис, доставка. А здесь тебе спокойно говорят: «Но ты preocupes, mañana». Не переживай, завтра. И вот это завтра может означать завтра, а может и когда будет готово. Испанцы действительно живут в другом темпе. Но это не потому, что они медленные, а потому что для них время не враг, а скорее друг. Они умеют растянуть момент, насладиться им. Если ты спешишь, ты теряешь удовольствие, а для них же это самое главное. Однажды мой знакомый испанец сказал мне: «Si tienes prisa, ya estás perdiendo». Если ты спешишь, ты уже проиграла. И это очень в их духе. Сделать все хорошо, но без суеты. Чтобы осталось настроение, а не только галочка в списке дел.
Так что если ты хочешь, чтобы испанцы относились к тебе с уважением, не раздражайся, когда кто-то опаздывает или говорит тебе mañana. Лучше скажи с улыбкой tranquilo, no pasa nada. Ничего страшного. И вот когда ты уже привык, что здесь никто никуда не спешит, тебя ждет следующий уровень испанской реальности. Потому что если терпения не хватило в кафе, подожди, пока начнешь оформлять документы. Добро пожаловать в мир испанской бюрократии. Все у вас не пунктуально, просто бардак в документах. Если бы я получала каждый раз евро, когда мне кто-то из вас говорит, что в Испании полнейший бардак в документах, я бы, наверное, уже себе купила офис, где-то рядом с Пасео де Грасия в Барселоне. Да, в Испании бюрократия действительно особенная. Иногда одно и то же разрешение нужно нести в разные органы, а ответ от них можно ждать неделями. Но важно понять, это совсем не бардак. Это такая система, которая просто работает по своим собственным правилам. Испанцы не считают задержки катастрофой. Для них главное, чтобы все было сделано правильно, а не быстро. И даже если их где-то что-то раздражает, они скажут «Esto es España». И тем не менее, для них их страна и система все равно будет лучшей. Они больше доверяют людям, чем компьютерам, поэтому бумажки и личные подписи здесь до сих пор в почете. Поэтому, если ты скажешь в очереди «Опять у вас все так медленно, все неорганизовано», это звучит не просто как жалоба, а как действительно реальное нападение. Испанцы совсем не любят критику в лоб, особенно от иностранцев. Поэтому даже в такой ситуации вы можете получить отказ. Лучше просто вздохнуть, улыбнуться и подождать. Так ты покажешь, что ты принял правила игры. И в тот же момент испанцы будут более охотнее рассматривать твои вопросы. Ирония в том, что как только перестаешь нервничать, дела действительно начинают продвигаться быстрее в Испании. И вот, когда ты наконец-то прошел все бюрократические пути ада, подписал, донес, поставил все печати, думаешь, ну все, теперь я точно понимаю испанцев. Но нет, потому что в Испании есть еще одна вещь, которая многих иностранцев действительно очень удивляет. Это то, насколько испанцы разные между собой. Вы все такие одинаковые или вы все такие разные. Испанцы такие-то. Одна из самых чувствительных тем для испанцев, когда их обобщают. Например, сказать «вы, испанцы, все такие шумные, ленивые, темпераментные». Это как попасть прямо в красную зону. Потому что Испания – это не однотипная страна. Север и юг отличаются как день и ночь. В стране басков люди холодные, прямые, настоящие работяги, но при этом все преувеличивают. В Андалусии открытые и экспрессивные. И всегда не прочь посидеть поболтать, нежели пойти поработать. А в Каталонии рациональные, практичные и открыты к любым взглядам и культурам. И все они по-своему правы. Однажды мой знакомый из Валенсии сказал мне одну фразу, которая очень точно описывает это. España no es un país, es un conjunto de países. Испания это не одна страна, это целая мозаика стран. Поэтому, если ты хочешь говорить с уважением, не говори «вы испанцы» и тра-та-та. Лучше сказать «En el sur sois muy abiertos». Как пример, на юге вы очень открыты. Или «En el norte sois más», допустим, «reservados». На севере вы более сдержанные. Это показывает, что ты понимаешь разницу и интересуешься культурой. И поверь, испанцы это сразу чувствуют. Главное правило не «а у нас лучше», а «как принято у вас». И тогда разговор превращается не в спор, а в обмен культурой. И это то, что испанцы действительно ценят. И вот именно поэтому в Испании так классно. Потому что за каждой фразой, за каждым акцентом и даже за каждой привычкой стоит культура, история и особое мировосприятие. И когда ты начинаешь понимать это, язык перестает быть просто словами. Он становится по-настоящему живым. И вот именно так я учу испанскому языку на своих индивидуальных и групповых занятиях. Через реальные фразы, через ситуации и эмоции, без скучных учебников, без зубрежки, а через жизнь, как она есть. На моих индивидуальных и групповых уроках мы разбираем, как испанцы реально говорят,
думают, шутят и как звучать естественно, без страха и неуверенности, потому что язык – это не тест, это живое общение в первую очередь. Сегодня мы разобрали не просто фразы, а целую систему того, как думают и чувствуют испанцы. И согласись, теперь становится приятно, что иногда важно не то, что ты говоришь, а как ты это говоришь. В Испании все решается проще, когда ты говоришь с добротой и уважением. А если ты хочешь понимать не только испанский язык, но и саму Испанию, оставайся со мной. Подпишись, ставь лайк и напиши в комментариях, какая из этих фраз тебя удивила больше всего. Новые видео каждый вторник и пятницу. Все самое живое, полезное и настоящее. Hasta pronto y que tengas un buen día.